Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Осторожно, охотница за деньгами рядом. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады телефон под видео. Диагностику негатива, кому нужна, также можете обращаться. Итак, смотрите, вот знаете, вас жизнь настроила как-то до такой степени вот негативно по отношению к женщинам. Здесь проигрывается, конечно же, травма личного характера. Здесь травма именно в отношениях. Здесь разрушение семьи, поэтому вы уже настолько вот присытились вот этими всеми любовными историями, да, настолько вам сделала женщина ваша, которая была в вашей жизни, да, жена, возможно, настолько сделала больно, что вы теперь очень так, настороженно относитесь вообще ко всему женскому полу. Я бы сказала, что у некоторых может быть даже, такая неприязнь своего рода вообще к женщинам, какая-то обозленность, недоверие, да. Даже здесь может проигрываться ситуация, что когда женщины оказывают вам знаки внимания, вы все равно осторожничаете. Да, вы можете пофлиртовать, но вы очень близко не подпускаете женщин к себе. Потому что, не верите им. Вот не верите, не хотите наступить на те же грабли. Есть абсолютное такое тотальное недоверие к женщинам. Несмотря на то, что вы человек, в общем-то, семейный, вот вы семейный до мозга кости просто, да, вы всегда вот жили, знаете, вот как-то по совести, что ли, да, вот для вас семья, любовь, отношения, это было, скорее на первом месте, для вас это очень важно, да. Но после того, как ваша женщина нанесла вам довольно серьезные такие травмы, опять же, у каждого это будет своя история, потому что это общий расклад. После этого как-то вот вы задумались, а стоит ли вообще заводить новые отношения, тем более семью. Вот вы закрылись, да, у кого-то это было в прошлом, возможно, у кого-то сейчас может проигрываться такое состояние. Те же из вас, кто живут, допустим, сейчас с женщиной, да, здесь однозначно проигрывается обман между вами. Возможно, вы даже не подозреваете об этом обмане. Вы строите какие-то иллюзии, замки из песка. Но я вам скажу, что рядом с вами нечестная женщина. Если кто-то хочет, ребят, более подробно посмотреть, то, конечно же, просто записывайтесь на личный расклад, и мы в каждом конкретном случае посмотрим, что у вас происходит в отношениях. Но здесь сразу же выпала у нас карта иллюзий и карта вранья. То есть с вами рядом нечестная женщина. Я думаю, некоторые даже подозревают, либо же имеют факты нечестности, так сказать, да, может быть, даже измены. Вы можете подозревать измены, вы можете иметь на руках какие-то факты, но по какой-то причине вы не решаетесь разорвать эти отношения. Но опять же, нужно разбираться в каждом конкретном случае, поэтому я говорю вам, если очень интересно, на личный расклад записывайтесь. Далее, что еще в вашей жизни? Знаете, у вас вообще как-то по жизни проигрывается очень много вранья, лицемерия и лжи. Очень много таких людей вас окружают. Причем это люди, на которых вы даже, возможно, не подумаете. Это люди из вашего круга, это могут быть даже близкие родственники, близкие друзья, которые точно так же пытаются с вами в общении юлить, обманывать, в чем-то использовать. Но больше всего, конечно, этим занимались женщины, либо же сейчас, вот у кого есть отношения, занимаются этими вещами. То есть здесь обман, обман, обман. Здесь постоянно вот какие-то такие, знаете, потайные дверцы, которые вы не можете разгадать, которые вы не можете открыть. И, знаете, здесь все-таки проигрывается еще та ситуация, что есть на ком-то из вас однозначно негативное магическое воздействие. Ну вот, посмотрите, от женщины, которая любительница денег, от женщины, которая абсолютно материально зациклена.
Поэтому, кто хочет подробностей, ребят, на личный расклад, на диагностику записывайтесь. Кто по себе чувствует, что с вами что-то не то происходит, какая-то черная полоса, может быть, вы не можете устроить личную жизнь, да, ну то есть у каждого это будет по-разному, либо же состояние здоровья оставляет желать лучшего, много разных симптомов, поэтому записывайтесь на диагностику, и мы будем уже более подробно смотреть, чиститься и ставить защиту. Я вам скажу, что вас жизнь научила быть, ну, в каком-то смысле, наверное, расчетливым. Вы стали более вспыльчивы, вы стали более осторожны, вы стали такой, знаете, какой-то предусмотрительный, что ли. Вы просчитываете на 10 шагов вперед, да, что может быть, что может случиться. Вы как-то вот с опаской ко всему вообще по жизни подходите, потому что было много не очень приятных ситуаций в вашей жизни. Так, что же еще мне покажут о вас? Был такой период, когда вы с головой ушли в работу. Возможно, сейчас у кого-то такой период. Это связано, опять же, с тем, что просто забыться. Вот работа, 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 потому что в семье не ладится, да? У кого-то это разрушилась семья, и вы ушли с головой в работу, потому что нужно было хоть немножечко отвлечься, абстрагироваться от этих всех негативных мыслей, от этих негативных чувств. У кого-то сейчас такая ситуация, даже если вы живете вместе, но это абсолютно, вот смотрите, даже на дне колоды несерьезные отношения. Отношения в каком плане? Ваша партнерша не относится к вам серьезно. Вот несмотря на то, что да, вы можете быть в отношениях, вы можете жить вместе, это может быть иллюзия семьи, это может быть все наиграно. Это женщина, то есть, которая рядом с вами, но она великая актриса, которая любит красоваться, любит красивую жизнь, любит, когда все для нее, и она абсолютно несерьезная. Вот такая женщина однозначно не предназначена быть женой и матерью, потому что здесь серьезности ноль, понимаете? Итак, давайте-ка будем смотреть, мои хорошие, что же за охотница за деньгами рядом с вами? Кто же она такая? Смотрите, особенно это касается тех из вас, у кого, ну, плюс-минус денежка есть. Я не говорю о тех, у кого сейчас вообще трэш, у кого, допустим, могут проигрываться финансовые какие-то проблемы. Я говорю о том, у кого сейчас, ну, хотя бы средний заработок и выше среднего. В вашем окружении есть женщина, которая, ну, она давно, в принципе, вас присмотрела. Вы, во-первых, вы источаете по жизни, знаете, вот несмотря ни на что, источаете такую энергетику сильного мужчину, энергетику лидера, энергетику победителя. Эта женщина присмотрела вас, я не буду опять же привязываться, где она, да, по соседству, на работе, либо еще где. У каждого по-своему проиграется, но она материально ориентированная. Это женщина, которая, знаете, она вроде бы с вами периодически общается вот обо всем и ни о чем. Но как-то вот, знаете, пока опасается в своей сети вас ловить, потому что есть некий страх, она побаивается, а вдруг вы отошьете ее, а вдруг ничего не получится. Поэтому она пока не готова вот прям брать быка за рога и идти прям в атаку, да, по завоеванию вас. Эта женщина вот почему-то считает, что у вас, ну, довольно крупная сумма денег, да, возможно, вы хорошо одеваетесь, даже при среднем заработке, возможно, вы всегда вот чистый, опрятный, там, пусть у вас, допустим, дорогой костюм, ну, один, но он дорогой, да, то есть вы хорошо можете дорого-богато выглядеть, возможно, там машина у вас довольно неплохая, да, и почему-то вот у окружающих, у многих складывается такое впечатление, что вы, ну, довольно обеспеченный человек. А эта женщина, она, конечно же, хотела бы тоже купаться в деньгах. Она хотела бы тоже, чтобы ее кружили, да, но поскольку в ее окружении из таких вот претендентов только вы, поэтому, конечно же, выбор пал на вас. Через какое-то время она будет пытаться проявлять себя. Обращайте внимание, да, вот обращайте на женщин, которые будут, кстати, она может даже специально спровоцировать, ну, такую
либо же легкую конфликтную ситуацию, да, чтобы вот как-то с вами выйти на другой уровень общения. Поссорились, потом помирились, потом начинаешь сближаться. Ну, то есть здесь все продумано. Плюс я вам скажу, что она в вашем, ну, в вашем поле зрения, когда находится, я думаю, она постоянно, ну, довольно в ухоженном состоянии. Она может еще, знаете, вот как бывает, вот, допустим, ну, в фильмах, я думаю, вы многие видели, что женщина, когда появляется в поле зрения мужчины, который ей симпатичен, она начинает, ну так, на нервяке, то прическу она поправляет, то там, допустим, блузочку она поправила, то еще что-то, да, ну так, прихорашивается. Она довольно неплохо, да, выглядит. При вас она точно так же может и прихорашиваться, и как-то вот строить глазки, улыбаться, да. Но здесь будут какие-то однозначно такие маневры, да, вот либо же конфликт спровоцирует, либо же какие-то начнет вот колкости в ваш адрес высказывать. Ну, то есть она попытается вот почему-то в негативном ключе обратить на себя внимание. Она не будет это переводить в конфликт глобальный, но это будет какая-то, может быть, даже шутка, такая сарказм, знаете, вот ирония какая-то. То есть я не говорю ни в коем случае, что она будет с вами там рвать и метать, глобальный конфликт. Нет, это будет такое, что-то такое, знаете, ну, очень такое продуманное, вот продуманный момент. Но после этого вы на нее обратите внимание как на женщину. Но опять же, смотрите, будьте бдительны, потому что у нее одна цель. У нее одна цель заполучить вас, потому что она думает, что вы достаточно обеспеченный человек. Между прочим, может еще проиграться у кого-то из вас, у кого сейчас есть отношения. Вот я бы советовала вам присмотреться к своей новой пассии. Однозначно присмотритесь. Я не говорю, что это у всех подряд проиграется, потому что общий расклад. Но я бы советовала ее проверить. Вот проверить на корыстность. Я уже много раз в своих видео об этом рассказывала, что у каждого свои проверки, да. Ну вот элементарное, да, вы можете, допустим, сказать, что либо же вам зарплату начинают задерживать, да, неизвестно, когда будет, либо же там вы что-то такое, ну, я не знаю, дорогое купили и без денег остались, либо же там, может быть, вы одолжили крупную сумму там родственникам, друзьям, да, и теперь вы там на ноле. То есть что-то такое придумайте, чтобы проверить именно ее вот на меркантильность, потому что такие женщины, как правило, ну, начинают отсеиваться. Либо же скажите, что у вас зарплату урезали, и вы теперь копейки будете получать. И вы посмотрите в ближайшее время ее реакцию. Если она начнет себя как-то странно вести, если она начинает быть постоянно занята, вот ей некогда встретиться с вами. Ну, то есть это будут такие маневры, вы сразу заметите, как ваша женщина отдаляется. Это для тех, у кого уже есть женщина. Я говорю, просто проговариваю разные моменты, потому что я понимаю, что это общий расклад, и среди вас есть и как в отношениях мужчины, точно так же и холостые. Поэтому разные ситуации я рассматриваю. Будьте бдительны, ребят, потому что если вы поведетесь на эту женщину, обберет как липку. Вот говорю, как есть, никого не пугаю, просто предостерегаю. Понимаете, когда женщина вот охотница, да, когда она охотница чисто за деньгами, вы можете себе представить, что, ну да, она может включить там заботливую, она может включить любящую, ласковую, но это будет до поры до времени. Все равно рано или поздно ее настоящее лицо, конечно же, вылезет наружу. Вы же понимаете, что одно дело, когда ты любишь мужчину, другое дело, когда ты притворяешься любящей, да? Это две большие разницы. Но я думаю, все-таки вы почувствуете, что она притворяется. Я сейчас никого не хочу пугать, еще раз повторяю. Просто присматривайтесь, потому что вы сейчас можете вообще очень настороженно к женщинам начать относиться еще больше. Просто предостерегаю, вот проверьте. Вот я, знаете, я чем больше слушаю вот все ваши любовные истории, которые, ну и на личных раскладах вы мне рассказываете, да, ну, честное слово, я в шоке по колено просто. Мой шок в шоке. Что происходит, да, сколько меркантильности, какие истории. Причем меня, знаете, вот не в обиду сказано,
Меня очень часто удивляет мужская наивность. Хотя, казалось бы, да, вы сильные мужчины, но вы верите в такие сказки. Ну вот даже приведу пример. Один из моих клиентов, который находится за границей, да, и он переписывается с женщиной, ну, с девушкой с другой страны, они ни разу не виделись, они чисто по интернету общаются. Она там разные сказки рассказывает, что у нее там мама либо бабушка заболела, ей нужны деньги туда и сюда. И он ей просто тысячами долларов отправлял, чтобы помочь, понимаете? А она его раскручивала, раскручивала, и в итоге он говорит, я ей очень крупную сумму за год или полтора, что вот они общались, да, перечислил. А в итоге она ретировалась, да, вот она придумала там какую-то историю, все, и ушла типа к другому. Понимаете? То есть, не видя вживую женщину, вы отсылаете деньги. Вот эти вот денежные, финансовые моменты меня просто добивают, ребят. Ну, не будьте такими наивными. Ну, у женщин уже просто свои вот эти вот манипулятивные схемы, ну, уже так отработаны. Они вас так раскручивают, динамят, как говорится. Ну не позволяйте это, понимаете? Одно дело, когда вы вживую общаетесь, когда у вас настоящие отношения. Ну, когда это в разных странах, и вы отправляете, да, но вы же тоже не печатаете деньги, правда? Ну, меня это удивляет как минимум, ребят. Ну не ведитесь на это, ну проверяйте. Доверяй, но проверяй. И я все больше сторонница этой фразы. Потому что мир перевернулся, очень много меркантильных людей, поэтому будьте бдительны. И в вашем случае, вот я еще раз напоследок хочу сказать, что эта женщина, вот даже если вы свяжетесь, да, вот с вот этой вот охотницей за деньгами, которая возле вас где-то обитает, а возможно кто-то и живет с такой, но это до добра не доведет. Обберет как липку и ретируется, понимаете? Даже если она будет супер раскрасавица, супер фигуристая, но не ведитесь. Проверьте, если вот прошла проверку на меркантильность, а может быть даже и не раз как-то, вот разные ситуации создайте, проверьте. Ну тогда можете как-то более-менее ей довериться. Потому что, знаете, будет очень больно, если будет вот такое вот кидалово. Поэтому, ребятушки, я в вас верю. Вы у меня сильные, вы у меня мудрые. И я надеюсь, не позволите себя обмануть в очередной раз. Ну, вот такой сегодня у нас был расклад. Немножко необычный. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!